Приветствую всех на канале Гитарная лаборатория. Сегодня к нам в цепке лапы попал очень занятный прибор от компании Muir. Называется он Preamp Live. Давайте его покрутим. Ну и перед тем, как непосредственно послушать, мы сначала покрутим ручки, я расскажу вам про управление, вообще про функционал этого прибора. Итак, с виду перед нами, собственно, все регуляторы, которые встречаются на обычном усилке. Громкость, гейн, эквализация, презенс, мастер. Но это не все. Есть тут дополнительные крутилочки, вот о них и расскажу. Во-первых, у нас есть CapSim. Два регулятора и, соответственно, парочка выходов из этого преампа. И это очень, конкретно намекает на его направленность. То есть это прибор, на мой взгляд, заточенный... ну еще название, да, конечно же, само собой, Live. То есть это прибор, который направлен явно на концертную деятельность. И смотрите, в чем прикол, собственно, вот этих двух ручек. CapSim on-off, соответственно, включает и выключает CapSim. То есть вы можете пустить один звук в линию, а вторым мониторить себя на сцене, что очень удобно. И если вспомнить старые процессоры, там приходилось городить целые цепочки из кучи усилков кабинетов, включать-выключать, все это постоянно, в общем, сложно было достаточно на ходу особенно сделать. А тут включил, выключил, и очень удобная сценическая коммутация получается. Ну что у нас еще тут из функционала? Понятное дело, что можно подкрутить под какой-то конкретный концерт, по громкости разных выходов, добавить гейна, убавить гейн. Еще есть шумодав. Если удержать эту кнопочку Boost, включается шумодав. Давайте покажу, как работает. Шумит. Не шумит. Собственно, как шумодаву и положено. И есть еще петля эффектов, в которую вы можете, соответственно, засунуть педали, которые вам нужны, всякие эффектики, и их также использовать в контексте такого педалборда уже. Ну что ж, давайте перейдем к прослушиванию. И, учитывая направленность этого самого прибора на концерты, мы закоммутировали его через XLR в линию, но и через усилитель нормально снятый микрофоном мы его тоже послушаем, конечно. А теперь перейдем к пресетам. У нас тут скрываются три банка по 4 пресета, собственно, вот они. Все у нас 4 кнопки. Пресеты переключаются парой кнопок. Красненький, зелененький и желтенький. Или как там он будет на кадре казаться. В общем, красный. 4 пресета первых послушаем. Следующий банк. Давайте включим. Ну и отключим CapSim. В общем, как-то так организованы пресеты. У нас есть 3 банка по 4 пресета. В принципе,
Такого варианта хватит, я думаю, для того, чтобы сыграть какую-то песню стандартную. Но самый интересный функционал скрывается в приложении, которое просто ставится и по Bluetooth подключается к устройству. Итак, собственно, перед нами наш преамп и приложение. Тут у нас 3 вкладочки: Boost, преамп и Cap. Во вкладке Boost мы можем выбрать 2 режима: пре и пост. В секции пре у нас порядка, сколько там, 13 вариантов буста, ну то есть просто бустеры и разные перегрузы. Вот. Есть вариант пост. Тут у нас 3 штуки. Просто Clean Boost, EP и Flex Boost. Все это сделано по реально существующим прототипам, так сказать. Дальше. Что у нас тут есть? Ну, понятно, все те же регулировки, что и на морде. Все это легко крутится. Дальше мы попадаем в секцию преамп. Вот тут начинается раздолье уже. Прошу прощения. Сколько у нас тут? 50 с чем-то. 102 разных варианта преампов. В том числе есть акустические, басовые и тьма вариантов всяких разных. Ну, Kali Dual, я думаю, понятно, это всякие ректы. Eagle — это Angle. Дизели. В общем, на любой вкус и цвет есть ректы, есть Marshall, есть. В общем, хоть обкрутись. Дальше. Секция Cap. Кабинет. Здесь у нас 30 кабинетов. 30 кабинетов, которые уже залиты, в том числе басовые. Есть у нас явно кабинеты. И можно еще сюда залить кабинетов. Также можно выбрать немножечко микрофонов. Если быть точным, то у нас 11 штук. Дальше у нас настраивается тут положение микрофона, смещение относительно динамика и так далее и тому подобное. Ну и, соответственно, вот те пресловутые 12 пресетов, которые я крутил, переключая туда-сюда между банками, они сохраняются как раз-таки вот здесь, на вот этих вот кнопочках. Да? То есть можно переключить, и вот у нас индикация там загорелась. В общем-то, все как и положено в последних поколениях процессоров. В общем, он крутится для живой работы вот более-менее так с морды, но детальная настройка и такая более тщательная подготовка проводится уже через приложение, либо через комповый интерфейс. В данном случае у нас приложение на телефоне очень удобно и функционально. Ну и как мы обещали ранее, естественно, послушаем, как звучит преамп в разрыв усилителя. Перед этим, естественно, отключим капсим, а то мало ли.
Ну что ж, будем подводить итоги. Перед нами идеальный, на мой взгляд, концертный прибор с очень удобной такой органичной коммутацией. Все, что нужно быстро перекрутить, оно крутится с морды. Есть у нас два отдельных выхода, которые можно один отдать звукачу, и он сделает звук в линию с капсимом. Можно мониториться через второй выход на сцене в усилок. Но возникает один вопрос из всего этого. Прибор вообще совершенно без эффектов. Ну, Noise Gate мы эффектом считать не будем, конечно же. И перегрузы, в принципе, тоже, ну, прям все-таки. Вот. Поэтому, если вам потребуются какие-то дополнительные педальки, ну, допустим, квак и дилей хотя бы минимально сюда воткнуть, это уже разрастается до какого-то такого полноценного педалборда. И в связи с этим возникает вопрос, не стоит ли задуматься о полноценном процессоре от компании Mover той же самой. Вот есть же у них аналогичной ценовой категории процессоры. В общем, пишите в комментариях все, что думаете на этот счет. И, конечно же, ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорой встречи в новых видео. Прибор от компании Mover. Называется Preamp от компании. Да, руки у тебя странно как-то. Да. Вот так. Ну можно вот так, как я имею в виду, на столе. Вот ты меня сейчас озадачил, я теперь не знаю. Ну у тебя руки были вот так, ты как странно сидел. Да. Потому что Доцент, шнурок, да, руку к себе или от себя?